власти был Михаил Сергеевич Горбачев. Ребята всем классом, старшеклассники, пришли спросить у Славочки, что грозит нашей России, будет ли лучше и какая власть будет. Он им сказал, что Михаила Сергеевича у власти скоро не будет, что Раиса Максимовна сильно заболеет, и у нее перед смертью не все в порядке будет с головой, что ее не спасут, она умрет. А потом будет другой правитель, что это будет Ельцин. Россия, Славочка сказал, будет разваливаться на регионы, и каждый регион будет выживать сам по себе. Когда в коммунистическое время Славочка рассказывала о том, что будет развал России, что коммунистов у власти не будет, что со страной будут происходить такие жуткие вещи, что будут взрывы домов, что начнет на Дальнем Востоке гаснуть свет, что отключать будут тепло, что продукты будут очень дорогие, и они будут очень некачественные, что лекарства будут отвратительные, а потом люди начнут от них травиться насмерть, что медицина будет в таком плачевном состоянии, никто не верил. Все улыбались и говорили «фантазер». Славочка сказал, что начнется передвижение народов. На Кавказе начнется бесконечная кровопролитная война, что погибнет много ребят, что каждый регион будет занят своими проблемами. И он сказал, что когда будут сильнейшие катастрофы, каждый регион снова будет занят своими проблемами и особо помогать никому не будет. Вот он говорил про войну на Кавказе в ту пору. О войне еще в 91 году, это же декабрь месяц был, еще даже никаких разговоров не было. А я когда-то работала на заводе военпредом, знала, что такое оборона и что такое вообще война. И вдруг он вот так вот говорил, что будет война на Кавказе, что люди свои будут убивать своих. Но так оно и получилось. Война-то получилась. Там же сколько много наших русских. И ведь били же, когда шла-то война, там ведь не разбирали наши, чеченцы. Да, на Кавказе, он сказал, будет бесконечная война, будет пропадать очень много народа, будет погибать много народа. И вообще, Славочка сказал, даже без войны будет погибать народу больше, чем во время войны. И в конечном итоге весь Кавказ зальет грязью. И эти горы почти все окажутся под потоком грязи. Причем эта грязь настолько под солнцем зацементируется, что там останутся живыми только небольшие островки, и то где-то в горах. Все остальное, весь Кавказ, будет под слоем этой грязи. Будет все американское. Славочка сказала, у нас даже кино, говорит, будет американское, и людям настолько все это надоест. А тут Славочке подарили альбом с марками. И я ему сказала, говорю, Славочка, хочешь посмотреть альбом? Ну, он с таким, не очень-то, с таким восторгом, но ради уважения ко мне, он посмотрел этот альбом и сказал, мамочка, вот когда будет все американское, люди будут рады видеть даже маленькую российскую марочку. То есть соскучатся о своем и будут искать свое. В России экономику развалят. Славочка сказал, что отключение электроэнергии начнется с Дальнего Востока. Затем понемногу начнут везде отключать, по всей стране. Последний отключат Москву. Славочка сказал, из-за отсутствия горючего будет стоять почти вся техника. Будут стоять самолеты, не будет керосина. Вообще в стране не будет света, газа, и не будет тепла. И Славочка сказал, все школы, все ребятишки будут болтаться на улице, потому что на улице будет теплее, чем в квартире зимой. Даже вот рассказал, как, говорит, в нашей школе, в военном городке,
Преподаватели вначале, говорят, будут пальто одевать, еще что-то преподавать. Ребятишки еще будут приходить в пальто там сидеть. Сказал, что не будет бумаги, не будет мела, что вначале будут собирать старые тетрадки и на полях что-то писать. Затем это тоже перестанут. Люди будут надеяться, что вот-вот что-то изменится, что все будет хорошо. Но когда они этого не дождутся, все эти холодильники с кухни, Славочка сказал, все вот эти люстры, все вот эти видики, все вот это телевизоры, все будут выбрасывать на помойку. Это сказал Слава, именно слово «помойка». Он сказал, все будет выбрасываться на помойку, а на кухне будут пытаться делать печки, хоть как-то, чтобы отопить. А потом будут уходить уже просто куда-нибудь, потому что отопить квартиру – это очень сложно. Потом он говорил, что на Дальнем Востоке опустеют военные городки, отключат свет, люди будут уезжать и начнут заселяться все, кто рядышком, китайцы, вьетнамцы, и будут они чувствовать себя как дома. Вот такое вот слово он сказал. Ну, как видите, так оно и исполнилось. Военных городков на Дальнем Востоке очень много опустело. И вы понимаете, что для обороны нашей страны это никуда не годится. В стране не будет металла. Когда не станет металла, вот эти все кладбища, их все разграбят. Все металлические оградки, все кресты, все будут собирать и пускать на переплавку. Да, даже маленького ножичка металлического никто не найдет нигде, ни гвоздя, ни ножа. Поэтому Славочка сказал людям, кто к нему приходил, запасайтесь лопатами, ломами, буржуйками, запасайтесь гвоздями, запасайтесь всем тем, что поможет в трудное время выжить человеку. Почему-то сказал, что нужно очень много простой ткани. Я спросила, почему? А он сказал, мамочка, клочка ткани никто не найдет, ткани вообще не будет. А все болезни, говорит, вернутся. Поэтому и раны, и язвы, и все болезни, какие только есть, все возвратятся. Он сказал, что нужно лекарства тоже запасать. Нужно запасать спирт, чтобы эти раны обрабатывать. В общем, по его предсказаниям, страшное время. Он не будет долгим, этот голод, Славочка сказал. Он долгим не будет. Будет все происходить очень быстро. Война будет происходить быстро и не так долго. Голод будет жестокий, но недолгий. И вот в этот жестокий голод, что будет самое ценное? Это будут иконы. И опять же старинные вещи. И люди понесут свои драгоценности. Вот во всяком случае он рассказывал о здешнем крае. Повезут в Челябинск иконы, где будут оценивать дороже. А голодные продавцы, он так и сказал, голодные продавцы со страхом будут работать в этих иконных лавках. Прям создавать будут отдельные иконные лавки. И они, говорят, со страхом будут там работать, потому что эти иконные лавки будут гореть. Я спросила Славика, а как они будут гореть, кто их будет поджигать? Он сказал, и Господь будет сжигать огнем иконные лавки. Город Миас, он не пострадает практически. Но выбитые стекла, это все-таки не такая уж катастрофа. Вот это, конечно, будет, выбитые стекла. Но там, говорит, есть старый вокзал, я не была там. Но там, в общем, есть старый вокзал, а там рядом со старым вокзалом стоит или двухэтажный, или трехэтажный дом, я сейчас точно не помню. Он старый. И Славочка сказал, там сильнейший полтергейст. Он нехороший, говорит, дом. Вот этот дом тоже полностью развалится. Больше таких каких-то катастроф, чтобы здесь грозило, он не говорил. Подробно сказал, что деревня Непряхина, она останется. И в ту сторону почти все останется целым. Вот. А есть тут поселок Месяш, там, говорит, какой-то типа будет стоять разгрузочно-погрузочный кран. Ну, он, говорит, упадет, но никого не задавит. В общем, на Урале катастрофа вот такая страшная в одном городе. Разговаривали. Я сказала, говорю, Славочка, а что так глубоко хоронят? У меня, знаете, вот всегда такое чувство вот иногда ужаса, да, когда я что-нибудь там услышу или там прочитаю. Есть же такой летаргический сон, да? И я Славочке сказала, а вдруг человек не умер?
Мало того, что его в гроб положили, гвоздями заколотили, его еще на 2 метра зарыли. Вот, говорю, в Израиле же хоронили в пещерах. Там еще, говорю, наверное, может как-нибудь и выйти, достучаться. Славочка улыбнулся и сказал: не везде глубоко хоронят. Я говорю: как это не везде? А ты, говорю, сказал, что трупный яд тоже вреден, надо закапывать опять же. А он сказал: вот в Санкт-Петербурге хоронят неглубоко. Я говорю: а почему в Санкт-Петербурге хоронят неглубоко? А он сказал, говорит: мамочка, там поднимаются грунтовые воды. Они, говорит, вначале их будут поглубже закапывать, умерших. Вода, говорит, будет подниматься. Они, говорит, потом им разрешат ставить гроб на гроб. То есть вот так хоронить. А все равно, говорит, вода будет подниматься. И дойдет в конечном итоге до того, что они, говорит, привезут на кладбище, говорит, гроб. В грязь, говорит, чуть-чуть, говорит, поставят, и грязью вот этой закидают, и быстренько уйдут из кладбища. То есть Санкт-Петербург все равно будет заливать. И он не сказал, что откуда-то. Он сказал, что грунтовые воды поднимаются. Там, где выкачали нефть, везде будут провалы. Особенно в Башкирии. Там есть 4 рядом находящиеся города, и там повыкачали всю нефть. Все вот эти 4 города, Славочка сказал, он показал на пальчиках. Ну как мне еще сказать? Он просто показал. Вот смотри, говорит, мамочка, вот такая, говорит, глубина, а наверху вот такая слойка земли. И, говорит, снизу, оно, говорит, все разрушается. Потом раз, говорит, и все, говорит, провалилось. Вот эти 4 города, они провалятся на огромную глубину. Оттуда нету никакого выхода. Сказал, центр Тюмени тоже провалится. Почему центр, я не знаю. Но он тоже сказал, из-за того, что качали нефть, провалится центр Тюмени. Провалы будут почти везде, где выкачивали нефть. Когда я его спросила о Челябинске, я говорю: а Челябинску что-нибудь грозит? Он сказал: все заводы, фабрики, все тяжелое машиностроение, которое на земле, оно все будет проваливаться. И он рассказал такую историю о Челябинском заводе. Там тракторный завод, еще какой-то завод. И он сказал, говорит: горючего не будет, света не будет. Заводы будут стоять опустевшие, вот эти гиганты, и там будут только сторожа. И вдруг, говорит, ночью сторож почувствует, что что-то происходит. Он выскочит из своей сторожки и почувствует, что земля под ногами как бы оживает. И говорит: мамочка, он так бежал с этого завода, а этот завод весь провалился. Никто не погиб, потому что в это время уже никто там не работал. И вот эти опустевшие заводы будут проваливаться под землю. Без людей. В Челябинске все заводы тяжелые, все будут проваливаться, потому что земля будет рассыхаться, и она не будет выдерживать то, что понастроили. Это будет по всей планете. И оно все будет проваливаться. Он даже показал. Вот, говорит, стоит, говорит, мамочка Москва. Вот так вот он показал пальчиком, ручкой. Потом, говорит, она, говорит, двинется, как бы вот так вот по наклонной. Немножко, говорит, постоит и провалится. Провалится на такую глубину, что будет видно только часть вот этого Кремля и звезда. И Славочка сказал: когда Господь Иисус Христос только ступит на Красную площадь, вот эта часть Кремля со звездой окончательно провалится. Масонское правительство, которое в России, которая правит, оно после провала Москвы переберется, я не помню в какой город, но вроде как в Бонн. Потому что я запомнила, оно прозвучало слово «Бонн». Я удивилась, говорю, что в Германии будет. А он сказал: да, мамочка, и оттуда будет править народом. И будет посылать бригады быстрого реагирования из Бонна. В это же самое время, когда развалят армию, Славочка сказала, типа полицейское государство будет у нас. И, говорит, создадут бригады мощные, сильные, вооруженные,
последним словом техники вооруженные, будут стоять кругом прослушки, и где-то, если кто-то начинать будет говорить о чем-то, вот эти бригады, он их так и назвал, бригады быстрого реагирования. Вот эти бригады будут появляться неожиданно, быстро, бесшумно и подавлять в самом только начале вот какое-то вот такое движение. В России, говорит, тоже будут взрывать дома. Я спросила его: Славочка, кто будет взрывать, кому это надо? Он на меня посмотрел и говорит: сами же и взрывать будут. Вот такой я получила ответ. Сами же и взрывать. Что зачем? А так в основном... Нету последовательности в книжке. Вот. Насчет того, что вот, например, смущают там это людей, им интересно, почему-то вдруг стало совсем интересно, что нет последовательности, какие события за какими будет идти. Так вот, на эту тему хочу сказать, что последовательности оно и нету, потому что его спрашивали, он говорил. Я его специально привезла в Лавру, чтобы с ним поговорили в последовательности. Но я не знаю, если с ним отец Наум не разговаривал, то последовательного разговора просто нету. А мы свидетели того, вот мы его спросили, он нам сказал. Мы его спросили, он нам сказал. Мы запомнили, сейчас вам говорим. Вообще удивительно, что мы еще вообще что-то запомнили. Вот, в принципе, истина проста. Насколько я помню, а какой еще надо последовательность, это очень подробно. Созданы сейчас бригады быстрого реагирования. А дальше что? Дальше, значит, накормят, потом сделают голод. Идет война с китайцами. Воцарение Антихриста. В противовес приход православного царя, Славочка сказал. Он его назвал правителем. И приход Господа. Вот и вся последовательность. А то, что как это апокалипсис будет идти, так это давным-давно по всем книжкам описано. Провалы в эти пустоты, и Славочка говорил. Уход воды, прекращение роста деревьев, травы. Ну, какую еще надо последовательность? Мы уже дожили до крайности. Славочка сказал, перед тем, как исчезнуть доллару, вообще доллару, он, говорит, наберет какую-то силу. То есть он повысится в цене. Вот когда доллар повысится в цене, Славочка сказал, что нужно будет покупать лекарства людям. Хотя бы самые необходимые. Потому что, говорит, все болезни, они все вернутся. Поэтому людям он советовал, он просто переживал за эти лекарства. Он сказал: мамочка, небо будет давить. Ну как мне объяснишь? Я же не физик, не медик, никто. И поэтому он говорил такими словами, что небо, говорит, будет давить, говорит, все ниже и ниже будет опускаться. У людей, говорит, головы будут болеть. И, говорит, в те времена, кто не успеет запасти вот это лекарство, говорит, так получится, что профессор профессору по блату будет давать полтаблеточки анальгина, потому что настоящего анальгина не найдешь. Это время сейчас, как я поняла. Вот сейчас еще есть лекарства, и если кто-то слышит, пускай запасают это лекарство. Типа тетрациклина, левомицетина, анальгина, аспирина, спирта, ваты, бинты, йод и прочая марганцовка, зеленка. Хотя бы просто необходимо. Уж, конечно, валидол, потому что у всех сейчас с сердцем прям проблемы сплошные. Вот. Затем, Славочка сказал, люди зайдут, такие, говорит, унылые, без денег в магазин. Посмотрят, а там, говорит, нули-то, говорит, убрали. Продукты, говорит, недорогие. И они, говорит, как начнут эти продукты покупать, им, говорит, с трудом поверится, что эти продукты сейчас столько стоят. Они начнут покупать, им будут завозить, и они будут все, говорит, есть, насытятся и подумают, ну вот теперь всегда так будет. И когда они так подумают, насытившиеся, эти продукты на государственном уровне все спрячут под землю, Славочка сказал. Такие, говорит, хранилища, говорит, сделают, такие холодильники. Там столько, говорит, мамочка, будет продуктов, и они все туда поспрячут. И начнется на земле голод. А разъевшиеся вот эти молодчики, они, говорят, мамочка, почти, говорит, не задумываясь, совести не будет. Они почти не задумываясь перейдут от этого мяса животных к человеческому мясу. Даже почти не задумываясь. И поэтому, говорит, все двери в гаражах, в овощехранилищах, вот частных таких, в домах, все будут открыты нараспашку, чтобы бандюги не подумали, что есть что-то там съесть. Будет голод, говорит, несколько месяцев, но он будет жуткий. Умрет очень много народа. Его поразил один случай, что мать с ребятишками
умирает именно, говорит, мамочка, над холодильником, где полным-полно под землей продуктов. Это настолько его поразило, что он, бедненький, взял ладошечку, он за сердце свое держался, когда все это говорил. Говорит, целые подземелья продуктов, а они наверху, прямо над этими продуктами умирают от голода. Святая святых, государственная кладовая.